Офицер полиции Джон Миллер служил в департаменте небольшого американского города уже более 10 лет. За это время он не заработал репутации надежного или справедливого служителя закона. Скорее наоборот, среди коллег он был известен своим жестким нравом, а среди местных жителей, особенно чернокожих, как человек, от которого лучше держаться подальше. Его неоднократно подозревали в злоупотреблении полномочиями, но каждое расследование не находило оснований для наказания. Однажды вечером он заметил темнокожую женщину, припарковавшую дорогую машину возле магазина. Женщина была одета элегантно, вела себя спокойно, но этого оказалось достаточно, чтобы Миллер решил проверить ее. Без всякой причины он обвинил ее в подозрительном поведении и задержал. Он не удосужился проверить документы, не объяснил причину задержания, не провел никакой процедуры, просто заковал ее в наручники и отвез в участок. В участке женщину поместили в камеру предварительного заключения. Никто не знал, кто она такая, и сам Миллер не проявил интереса. Для него это было очередное проявление силы, очередной случай, где он главный. Через 40 минут ситуация кардинально изменилась. В участок въехала полицейская машина с проблесковыми маячками, и на пороге появился капитан городской полиции. Он двигался быстро, решительно и молча. Остановившись перед дежурным, он потребовал немедленно освободить задержанную женщину. Оказалось, что она его жена. Ее имя – доктор Джейлин Робинсон, профессор криминологии, общественный деятель и советник по вопросам реформы полиции в штате. Разразился скандал. Началось официальное расследование. На Джона Миллера подали жалобу за превышение полномочий, задержание без оснований и проявление расовой предвзятости. К делу подключились местные журналисты, и вскоре история разлетелась по новостным лентам всей страны. Полиция провела проверку всех предыдущих задержаний Миллера. Выяснилось, что он неоднократно нарушал протокол, но жертвы боялись говорить. Теперь после огласки они начали выходить на связь. Его уволили, лишили пенсии, и вскоре против него было возбуждено уголовное дело. А доктор Джейлин Робинсон выступила на пресс-конференции, подчеркнув, что даже после такого унижения она не испытывает злобы, только решимость бороться с системной несправедливостью. Ее случай стал символом перемен, а в департаменте были введены новые стандарты отбора и подготовки полицейских. Этот инцидент напомнил всем: расизм под формой все равно расизм. И рано или поздно правда находит тех, кто прячется за значком. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.